Друзья, всех приветствую на канале. Сегодня будем делать очень нужную и, на мой взгляд, полезную самоделку из обыкновенного болта с двумя гайками. Сразу говорю, что на ютубе очень много вариантов данного устройства, но именно в таком виде, как у меня, я не встречал ни разу. Поэтому, чтобы узнать, что у нас получится, смотрим до конца и не переключаемся. Самым первым делом нам нужно будет срезать две грани с обоих сторон с болта вот таким образом. Для этого нам понадобится отрезной станок по металлу, примерно вот такого типа, как вы видите в углу экрана. Но под рукой у нас его, конечно же, не оказалось, поэтому будем импровизировать. А именно сделаем что-то похожее своими руками из болгарки. Есть у меня вот такой детский стул из фанеры с заранее просверленным отверстием в сиденье, через которую мы ручкой прикрутим болгарку к стулу. Чтобы убавить обороты на болгарке, у меня есть вот такой специальный регулятор напряжения на все случаи жизни с AliExpress. Ссылку на него я оставлю в описании. Установим его на болгарку, чтобы диск нам не прилетел в голову, так как рекомендуется где-то в районе 3000 оборотов примерно, если мне не изменяет память. Так, все работает четко. Короче, приступаем к обрезанию. Получилась, друзья, у нас вот такая симпатичная заготовка. Теперь нам нужно сделать примерно по центру, вот здесь, отверстие. Которое мы просверлим сверлом на 6 миллиметров.
Прежде чем собирать, пройдемся по размерам. Болт нам понадобится на 14. 2 гаечки. Также на 14 резьба в диаметре. Болтик на 6. С гаечкой и шайбочкой. Ну и также нам понадобится магнитик неодимый. Также на 14 в диаметре и шириной на 5. Этого нам будет вполне достаточно для нашего устройства. Магнит можно заказать на AliExpress, ссылка будет в описании. На магнит, на керн. Ну и на всякий случай оставлю вот на вот этот дешевенький штангенциркуль. Уже выручает неоднократно, стоит копеечки. Как многие уже, наверное, догадались, из болта у нас получилась магнитная масса для сварочного аппарата. Недавно варил летний душ на даче и пользовался крокодильчиком, мне что-то не понравилось. Не очень удобно. А цена заводской даже на AliExpress далеко не детская. Поэтому было принято решение сделать свою. Устройство у нас хорошо тем, что вот этой гаечкой можно регулировать прижим магнита. Допустим, если увеличить зазор между деталью и магнитом, он, естественно, будет примагничиваться меньше. Если уменьшить, то примагничиваться будет больше. Вот эта гаечка у нас будет служить контрагайкой. То есть отрегулировали, законтрагаили. Все. Ну а сейчас, друзья, приступим к испытанию нашего устройства. Как вы сами видите, устройство работает без проблем. Из-за своей простоты использования просто незаменимая вещь в хозяйстве. Пригодится любому сварщику, как начинающему, так и профессионалу. Просто ставишь устройство на металл и спокойненько варишь любую металлоконструкцию.
Если металл ржавый там или еще что-то, какие-то проблемы, можно всегда подрегулировать силу прижима двумя гаечками. То есть немного сделать магнит ближе к металлу. Регулируется сила прижима проще простого. Одна гаечка регулировочная у нас получается, а другая контрящая. То есть одну отпустил, второй подтянул. Проще уже некуда. Итак, друзья, видео подходит к концу, буду закругляться. В общем, кому видео понравилось, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока!